Топ-10 ТВ-боксов для проигрывания Netflix, официального Netflix, с сертификацией Netflix на канале Технозон. Поехали. Воу-воу, ребят, очень часто меня начали спрашивать, как поставить Netflix на тот или иной ТВ-бокс. Связано это с тем, что теперь Netflix, даже интерфейс на русском языке, появилось еще больше русскоязычных фильмов, для англоязычных появилось больше русскоязычных субтитров, и все прям заинтересовались. Ведь интересно смотреть оригинальное, исходное качество, например, 4К HDR с Dolby Atmos, и все прямо ринулись в этот самый Netflix. У нас был обзор на Netflix, я сам пользуюсь Netflix, я за него плачу достаточно нормальные деньги, мы там с друзьями на пятерых, у нас получается вообще очень мало, то есть в общей сумме я плачу за максимальную подписку 14 евро, если разделить это на пятерых, то получается по 2,8 евро, что такое 2,8 евро? Наверное, как 2 пачки сигарет, и в принципе это можно заплатить, для того, чтобы получить, конечно же, оригинальное качество Dolby Vision с Atmos и со всем остальным, все зависит от вашего ТВ-бокса, но не все так просто. Дело в том, что для того, чтобы смотреть 4К Netflix, либо Netflix в Dolby Vision, необходима сертификация Netflix. То есть не все ТВ-боксы способны работать с Netflix в оригинальном качестве. Очень многие Китай-боксы способны воспроизводить Netflix в 576 или 578p. Я даже видел в 540 оно клацало разрешение почему-то. Вот в автофреймрейте было у меня на одном из ТВ-боксов, я видел в 540p клацало в нестандартное разрешение этот самый Netflix. Так вот, мы сегодня представляем 10 ТВ-боксов с сертифицированным Netflix для просмотра в максимальном качестве, возможным для этих ТВ-боксов. Ссылочки на все обзоры, на все ТВ-боксы будут лежать в описании под видео. Как в принципе и условия на акцию, на очередную акцию по розыгрышу ценных призов подарков от нашего канала. А также подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные видосы. Но сейчас я говорю вам хавабанг, ребята, это же Бубльгум и топ-10 ТВ-боксов для Netflix. Поехали. На 10-м месте у нас Mi TV Stick. И да, Mi TV Stick имеет сертификацию Netflix. Вы там сможете посмотреть Netflix в 1080p, это Full HD разрешение. И с Dolby Digital, ну, во-первых, ограничение связано с тем, что сам TV Stick поддерживает только 1080p разрешение. Но при этом он маленький, он дешевенький, он стоит дешевле $50. И в принципе, если у вас Full HD телека хочется посмотреть, то Mi TV Stick достаточно интересное решение для того, чтобы не морочить себе голову. Купили Mi TV Stick, купили подписку и забыли про это. Мало того, подписку Netflix можно купить и в Китае 4К, и там в некоторых других моментах на eBay можно купить намного дешевле, чем за нее просят изначально. Да, кстати, Mi TV Stick поддерживает автофреймрейт, он поддерживает Dolby Digital, как я уже говорил, и у него есть Android TV 8 с голосовым пультом, все это из коробки работает. На 9-м месте у нас Chromecast от Google. И я объясню, почему только на 9-м. Потому что он, хотя и имеет сертификацию Netflix, и вы можете там смотреть Netflix без ограничений в 4К, данная приставочка не поддерживает ни автофреймрейт, нет каких-то элементарных вещей, там, вывода каналов этого самого Netflix. Есть какие-то рекомендации, но это не то, настраивается по-другому. И в целом трудность покупки, если, допустим, Xiaomi Mi TV Stick вы можете заказать из Китая, либо купить регионально у нас в СНГ, то вот этот вот Chromecast от Google нужно еще постараться достать из Штатов, либо купить здесь у перекупов. И будет он стоить здесь не $49.99, как он указан на Best Buy в частности. Ссылочка на Best Buy лежит в описании под видео. Тут необходимо понимать, что доставка будет стоить денег, плюс налог, если вдруг таковой предусмотрен в вашей стране, да и услуги самого посредника. Но данный Chromecast тоже интересен в плане просмотра Netflix, есть в описании под видео ссылочка на обзор. 8 и 7 место у нас поделили Zidu Z9X и Z10 Pro. И некоторые сейчас удивятся: Zidu, Netflix, да. На 1619 процессоре Realtek данные Zidu имеют
конкретно сертификацию Netflix для просмотра Netflix 4К. Пока что без HDR и без Dolby Vision, но, насколько мы знаем, работает на текущий момент компания Zidu вместе с компанией Netflix для адаптации их плееров под Netflix. Но то, что там сертификация есть, это факт. И вы сможете смотреть 4К Netflix именно на этих ТВ-боксах, но они занимают 9 и 10 место. Это пока что еще из-за недоработанного клиента Netflix под них. И плюс цена самих плееров, она имеет значение. Все-таки это достаточно дорогие плеера. Шестое и пятое место у нас занимают Amazon устройства. В частности, Amazon Fire TV Cube и Amazon Fire Stick 4K. Оба этих устройства основаны на операционной системе от Amazon. Оба этих устройства имеют сертификацию Dolby Vision. На них можно смотреть Netflix Dolby Vision с Atmos, без ограничений. И все бы хорошо, но, конечно же, сам Fire TV Cube, он достаточно мощный, он дорогой, трудный с доставкой. Он вам обойдется не в $119, но достаточно прикольная штука конкретно для стриминга. Вы туда можете что-то, конечно, попытаться установить через какие-то костыли, но это совсем не то, поэтому это только шестое место. И шестое место он занимает у нас в рейтинге. Почему? Потому что у нас есть зрители не только из СНГ, но также есть из Канады, из США и Германии, где доступны эти Fire TV Cube со всеми их сервисами, люди покупают, где не используется торрент трафик, люди смотрят, и мы как бы ориентируем топ на всех. Учитывая то, что здесь Dolby Vision Netflix и Dolby Atmos Netflix, то мы, конечно же, его продвигаем, в том числе для таких стран, в которых нет торрент трафика. Amazon Fire Stick 4K вообще уникальная штукенция, потому что при некоторой доработке и при, допустим, при покупке его по цене $25, когда есть скидка, он сейчас стоит $49,99, при установке на него Android TV с Leanback лончером, там вообще просто шикарная штука. Один из самых классных пультов, в котором работает SICK, есть автофреймрейт, есть Dolby Vision, Netflix отлично работает, YouTube работает с HDR, поэтому для Netflix это отличный стик. Я его даже некоторое время использовал вообще без какой-либо прошивки, чистый для просмотра Netflix. Шикарно, это пятое место. Четвертое место у нас TiVo Stream 4K. Тоже такой себе формате стика. Стоит он $49. У него шикарнейший классный пульт. Здесь чистый Android TV 9, но нет автофреймрейта, пока нет, хотя на форуме заявляется, что скоро сделает. Dolby Vision в постоянном режиме включен, его нужно выключать через какие-то костыли, но здесь то же самое. Есть у нас поддержка Dolby Atmos, есть поддержка Netflix, есть у нас голосовой пульт в коробке, есть у нас Android TV чистый, можно установить любое приложение, но при этом мы ждем на него прошивку, вернее, мы ждем на него обновление с введением автофреймрейта и автоматическим Dolby Vision, тогда это будет вообще идеальный стик для таких вот моментов. Во всех этих устройствах, неважно, какие используются вообще процессоры, если мы говорим о сертификации Netflix. Дело в том, что Netflix дает сертификацию тем устройствам, которые полностью его могут обеспечить. Следующий у нас на третьем месте это у нас Xiaomi Mi Box S. Объясню, аргументирую. На третьем месте он потому, что первое, он доступен практически во всех странах. Второе, у него чистый Android TV. Третье, у него есть сертификация Netflix, есть Dolby Digital, есть у него голосовой пульт. Конечно же, он не так дешев, как эти стики, но у него есть автофреймрейт, он получает какие-то периодические обновления, и все-таки это топ продаж, несменный лидер. У него YouTube получил HDR, поэтому он однозначно на третьем месте. Mi Box S для тех, кто не морочит голову себе с торрентами, а именно для Netflix и для YouTube, то это вообще абсолютно идеальный ТВ-бокс. Второе и первое место у нас поделили две модели Nvidia Shield 2017 года и 2019 Pro. Мы не берем сюда в расчет бочку. Почему? Потому что с бочкой у меня не любовь вышла, у нас были с ней какие-то оказии, поэтому мы ее вообще не включаем ни в какие топы. То есть Nvidia Shield TV 2017 года, если есть возможность купить, в ней есть сертификация Netflix, но HDR. А в 2019 года есть с Dolby Vision, и это абсолютный топ для просмотра Netflix. Мы так считаем. А вообще, по секрету открою, многие телевизоры изначально, смарт-телевизоры изначально имеют сертификацию Netflix. Но мы показали все как есть. Обзоры, если вам интересно, что же это на самом деле за ТВ-бокс,
боксы лежат в описании под видео. В целом, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.